Текс. Нет, не то. Ай-яй-яй. Ну что, господа, продолжаем продолжать. Я тогда так и не вышел, что ли, из этих катакомб. What went on here, I wonder? Что это за звуки? Что это за страшные такие звуки? Карта не открывается, а через меню. Карта недоступна, задание нет задач. Интересно, интересно. Ну хорошо, давайте тогда пробежим на выход. Revelio. Подождите, а почему там что-то опять активно? Это зелье. Это зелье. Все, я понял. Так, на выход это сюда, наверное. Этот данж мы вроде бы выгребли по полной. Что интересно, аналитика по стриму опять глючит. Мне почему-то показывает, что он начался в 12 ночи. Это как бы не очень логично. Revelio. Ну да ладно. Так. Ну что, пойдем делать всякие доп. Задания. Я как минимум видел, что у меня 2 задания в Хоксмиде, и я думаю... вот что я хотел. Я хотел пройти испытание Мерлина. Так ведь? Так. Потому что мне не нравится, что у меня вечно забивается снаряжение. Вопрос, сколько мне их нужно пройти. Так, ну-ка. Не то. Вот здесь испытание, исследование.
Так, нужно пройти 6 испытаний Мерлина. Хорошо, давайте попробуем во всяком случае. Would you mind helping a poor old witch? Одно из них сейчас у нас тут, рядышком. Да, это, по-моему, тот, для которого мне нужно было дальнобойное поджигающее заклинание. Так, отсюда мне не все доступны, не все. Кстати, немножко кристаллов. Вижу раз, два. И вон 3. Confringo. That's that. Settled. Оп, плюс 1. Наверняка у меня где-то еще есть активированные эти испытания. Так. Наверняка где-то есть еще. Давайте попробуем вот это. Castle must have been quite stately in its time. Так, здесь у меня, насколько я помню, даже активировано. О, давайте с врагами разберемся. Слишком просто. Так, давайте думать, что мне делать с камнями. Точно не акцио. Точно не дисценда. Хотя фиг знает. Вау. Оп. Еще одно. Сам Мерлин бы гордился этим достижением, блин, расстрелял камушки. Да, достижение так достижение. Всем достижением достижение. Так, еще раз, 2, я вижу 3. Минимум я вижу 3 тут. Ну и можно будет куда-нибудь еще слетать. Вопрос только, есть ли у меня сладкая мальва. У меня 15 ее целых. Тогда об этом вообще не паримся. Тогда можно, в принципе, наверное, на максимум раскачать инвентарь. Если листиков хватит. Если листиков хватит, можно раскачать на максимум. Вот сюда сначала залетим, чтобы активировалось.
always said that travel broadens the mind. Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some thunder brew. I don't suppose a student like yourself would be in possession of such a thing? У меня... Давай вот так. You should be able to take care of yourself. I'm not giving you anything. How cruel! Calling me a liar? I don't need the help of someone so rude. Ну, к сожалению, у меня действительно нет. You won't receive a drop of help from the likes of me. Так. Хотя ответила я, конечно, жестоко. Так, до туда добежим пешочком. Сейчас активируем. Посмотрим, что здесь будет. Revelio. Так, я активировал, но... По-моему, ничего не изменилось. Это, может быть, разрезать надо? Incendio. Revelio. Так, а вот там я вижу шар. Accio. Ладно, я тебя потолкаю, не вопрос. Repulsor. Not so tricky after all, Merlin. Увеличение снаряжения мне в любом случае пригодится. Так. О, а здесь что? Печально известный враг. Грозный и очень коварный. Может, мне его завалить сразу? Чтоб не думалось. Блин, а давайте я его завалю. Я люблю печально известных врагов. Ай-яй-яй-яй. Incendio. Protego. Stupid. Это была ошибка. Stupid.
Печально известный враг. Очень мощный. Не, ну она правда жесткая была. Теперь надо долететь туда. Nice to see you, my young friend. И отсюда добежать туда. Надеюсь, тут драки не будет. Камушки. Оп, и сундучок. Блин, ячейки заполнены. Так, вот тут был торговец рядом. Дабы далеко не летать, смотаемся к нему. Со мной волки воюют, что ли? С использованием депульса. Давайте по-другому, ладно. Ждем, пока она прыгнет на нас. Так-то лучше. Так, и где-то тут торговец был рядышком. Здоров, мужик. Ух ты, металл продает. Прикольно. Но нет, металла нам не нужна. Вот так, чтобы больше не ложать с этим дерьмом. Такс. Тем временем уже день начался. Oh, here's a pleasant surprise. Manners are important, though, aren't they? Even in a fight. Так, и что нужно сделать? Confringo. Confringo. Видимо, сделать надо было что-то другое. Что-то нужно сделать с этими камнями. Вопрос, что и почему они светятся фиолетовым?
Levioso. Descendo. Accio. Confringo. Revelio. Но здесь поблизости только эти камни активны, в общем-то говоря. У меня сейчас радиус приличный. Нет, не похоже. Они фиолетовым светятся. Так, а у меня из фиолетовых заклинаний есть что-нибудь еще не изученное? Клипендо. Годите, давайте попробуем. Не похоже. Не похоже. В чем же суть тогда? Я не понимаю, в чем суть происходящего, если честно. В чем же суть? В чем же суть? Ладно. Ладно. Будем думать еще. Может быть, здесь репера нужно? Он что-то говорил про то, что камни очень старые там. Вот это вот все. Lumos. Не понимаю я этой загадки. Опа. Подождите. Вы хотите сказать, что это паркур, что ли? Это долбаный паркур. Как я не люблю паркур в таких играх. Вот он все время мимо пытается прыгнуть. Собака. Не знаю, может быть, с этого было бы удобнее. Да чтоб тебя. Может быть, джойстиком было бы удобнее, но так прям тяжко. Так, нужно на этот просто перейти, а на следующий прыгнуть. Да почему? Почему за край-то не зацепился? Да почему ты не цепляешься? За эти цепляешься, а вдоль того скользишь просто. Собака тупая. Я боюсь просто перепрыгнуть. Уф.
сделали это. Не люблю паркур. Паркур в играх придумали извращенцы. Такс. Ну что, пролетим вот через вот этот вот момент. Я, кстати, еще не пробовал в очаги древней магии залетать. Что там? Мне было сказано, что они усилят, типа, мою древнюю магию. Надо будет попробовать залететь вот в этот. Вот в этот. You can feed a beast, or it can feed you, if you get my meaning. Здрасте, мужики. Off on another adventure, are we? Revelio. Ой, у вас тут куст со золотоглазкой. Так, ставим очередной. Опа! Опа. Обнаружилось испытание Мерлина. Хорошо. Его тоже закроем, попытаемся. Revelio. Текс. Confringo. Revelio. Вот у нас камни. Confringo. Раз. Revelio. Ну, я других камней не вижу. О, господи, вы хотите повоевать? На полном серьезе? Вот и правильно, нечего со мной воевать. Revelio. А, вон еще. Confringo. These Merlin trials won't get the best of me. Ох уж этот Мерлин. Ну вот, теперь очередь слетать туда. Заодно, может, там заданицы какие-нибудь будут. О, заодно шарики полопаем. I've always said that travel broadens the mind. Так, есть у кого-нибудь квесты, господа?
Задание. Who lives here? Есть у вас задание? Нету? Похоже, нету. Revelio. Стоп, что у вас происходит? Вы воюете тут, что ли? Ой, там топиройка. Ну вот, вниз свалился. What do you have in store for me this time? Revelio. Так, это, видимо, опять паркур, да? Can't figure out why there's such a fuss over poaching. Enough dumb beasts for everyone. None of us are intimidated by your rashness. Испытание пройдено. Так, ну неплохое начало. Now where did I set my traps? Так, ладно, на всех забьем хер пока что. Я не обнаружил что-то тут ни одного задания. Сейчас проверим еще раз эту деревушку. Если их нет, то пойдем в Хогсмит. Там было 2 квеста. В Хогсмиде однозначно было 2 квеста. That curiosity young people tend to nurture. Сундуки собирать не будем пока что. Seems a pleasant enough little place. Хотя... О! Слава Мерлину, бешеной топиройки больше нет. Нашелся храбрец, который наконец с ней покончил, и теперь мы можем вздохнуть спокойно. И славно, ведь такой беды в нашей деревне не бывало со времен Эмерика Злого. О, Господи. Так, ну, в общем-то, да, заданий здесь нет. О, записочка. Про топиройку. Revelio. Так, это за стеной. My mother used to say I was lazy. Wouldn't pick up my toys, she said. Что вы продаете, мадам? Hello. Do you have a moment? Yes, but just the one, I'm afraid. Running the shop keeps me rather busy. I'm the new proprietor. Indira Wolf? О чем говорят в городе? Any whispers of anything going about the town? You took care of that rampant dug bug. We're all so very grateful. Now life is as idyllic as it ever was. О себе. Can you tell me more about yourself? I haven't had a normal conversation with anyone for a while, so pardon me if I'm a little rusty. My father passed away recently, and I've been completely occupied with keeping the business afloat. I hadn't realised how much work went into running a shop. Inventories, maintenance, customers, bills, accounts, and on and on. Расскажи о лавке. What can you tell me about your shop? It may not be as fine as what you'd find in Hogsmeade, but I think we have a certain rustic charm all of our own. We sell all sorts of beast byproducts for potion making. Some of the rarer stuff too. That all falls on me now. Ну, давай What do you have посмотрим. for sale? Do you know what you might be looking for? Ингредиенты.
Угу. Ингредиенты, предназначенные для обновления снаряжения. Окей. Я постараюсь запомнить, что они тут есть. Thank you for your business. Hope you'll come and see me again. Revelio. Так, пойдем в тот дом. I think we have auras, is all I'm saying. Not sure how I'd fare in a little place like this. Cursed fiends. Не люблю пауков. Revelio. Ага, замок уровень 3. То есть сюда мы не попадем. К черту тогда эту деревню. Смысла ее осматривать особого нет. Единственное, что я бы посмотрел, есть ли здесь луны демимаски. Если здесь есть хотя бы одна, может быть, ее можно достать без алхамора 3-го уровня. Revelio. Это, конечно, вопрос. Вот там наверху что у нас? Золото или... What do we have here? A demiguise. Revelio. Вот она, луна. И что, надо тогда подождать, что ли? Mine now, demiguise. Оп, еще одна луна. Revelio. Блин, вообще надо по городам, походу, по ночам перемещаться. Alohomora. Здравствуйте, господа. Я пришел вас немного обворовать. Самую-самую малость. Здравствуйте, детишки. Не мешайте мне вас обворовывать. Так, ну ночью, кстати, неплохо. Тут бегать. Revelio. Кстати, вот еще какая-то шняшка. Там что-то внизу валяется. Вот это что такое? It's like a place right out of a story. Revelio. Непонятно. Этим, может быть, можно было убить топиройку как-нибудь побыстрее. Хотя я ее и так быстро убил. How nice to see you, my young friend. Alohomora. Блин, меня эта мини-игра уже начинает раздражать с Алхаморой.
Не то чтобы она была какая-то сложная там или еще что, она просто бесячая. Ну, как бы очевидно, что я вскрою замок. Очевидно, что здесь невозможно как-то облажаться на этом вскрытии. И почему бы тогда не скипнуть просто эту мини-игру? Так, хорошо. Вроде бы более-менее обыскал. Окей. Все, погнали в Хогсмит. А, вот что я хотел. Я хотел опробовать очаги этой всякой древней магии. Что это такое и как оно меня бафнет. Но такими темпами, конечно, по сюжету я не знаю, когда я пойду дальше по сюжету. I shouldn't know about stealing goblin pelts stolen by others now, should you? I've seen your magic, and I'm not afraid of it. All of you. You let Nora Treadwell go, didn't you? You're about to wish you hadn't. Revelio. Текс. Stupid one. Допустим. И что мне дает этот источник? Ничего не понял. Но очень интересно. Revelio. Там вижу еще синенькую какую-то фигулину. Следуй за пауками? Окей. Обязательно последую за ними. Опа. Чтобы повысить вместимость индикатора древней магии. Вон оно что. Так, ну давайте посмотрим. Во-первых, увеличенная емкость снаряжения. Тут надо еще 10 испытаний Мерлина. Жесть. Так, метла, шустрик. Для этого нужно еще одно. Еще одно. Понял. Все, кажись, понял.
Вот теперь точно можно отправляться в Хогсмит. Там у нас есть 2 целых задания. Одно из них мы сейчас начнем делать. Интересно, я сегодня по сюжету продвинусь или я буду на побочках весь день? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ну-ка, а тут заперто было? Наверное, домик был заперт, раз там сундук находится, который у меня не забран. Я не могу его вскрыть. Ну и пожалуйста. Ну и не нужно. Glad you came. Ну, здравствуй, Сирона. Hello, Sirona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgok? Мы с ним I поговорили. did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I've actually met Mrs. Sprottle. I recently spoke with her about her friend Claire Beaumont. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. Зачем миссис Спортл запас рябинового отвара? Why does Mrs. Sprottle keep a supply of Wiggenweld potion on hand? Dot's a skilled potioneer. She's been supplying travelling vendors with Wiggenweld potion. An ordinary precaution that has, unfortunately, become a necessity, what with Ranrock's loyalists disrupting the trade routes. Зачем вы оставили там свою коробку писем? Why did Mr. and Mrs. Sprottle have your box of letters after all this time? It's one of a few that I had when I was young. Dot found it when she was clearing out a closet. Can't imagine what's in there. Probably terribly theatrical. The ramblings of a teenage witch and her friends. You're welcome to take a peek inside, if you do find it. To be honest, I'd imagine it contains some lovely memories. Ладно, I'll try to go and see всегда you when I can. помогу. It would mean the world to me, and to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it. You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Такс. Тут мы уже были. Давай. Тэпаемся. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Nice to see you again, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Не поверите, они у меня с собой. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you.
How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawk clumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawk clumps and collect the box of letters there. Какой была Сирона в моем возрасте? Sirona said she lived with you during the summers when she was at Hogwarts. What was she like? Goodness. Well, she was almost exactly like she is now. Charming, good head on her shoulders, taking care of everyone. I can't tell you the fun we had when she and her friends would visit us during the year, all buzzing about, practicing charms. Talented group. Her friend Mirabelle was a genius in the garden. Learned it all from her muggle parents, if you can believe it. А что в коробке? Do you remember anything about the letters you put in the box? Oh, of course. A few letters from some of her school friends. Some nice memories. I even included a letter Sirona had written to me when she was staying with us. Thought she might enjoy reading it. I know when I read writing from my youth, I'm always astonished at how much I've changed, and yet remain the same. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawk clumps. I, and the vendors I help, would greatly appreciate it. Ладно. Будьте нам благодарны. Так, насколько далеко? 150 метров. Летим! Напрямик. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Revelio. I saw hoofprints in the forest that I swear belong to a unicorn. Think of how much we could get for that. Погнали в пещеру. Still need to visit the cave to find Sirona's box of letters. Better have a look around, see if I can find that box of letters. Confringo. That's all the hawk clumps for now. Mrs. Sprottle should be pleased. Revelio. Опа-па. Что это такое интересное у нас тут? Да. Короче, надо было сначала разбивать, потом подплывать. Confringo. Revelio. Опа, тут можно вниз шлепнуться. Я пока что не хочу. Revelio. Мне кажется, вниз так и так можно попасть. Или нет, или это разные штуки. Ай, да пофигу. Пойдем просто по дорожке. Тут я хоть если что вернуться смогу. То уже неплохо. Опа, опа. Какой-то секретный путь.
Revelio. Так, оттуда я спрыгнул. Revelio. Стоять, бояться, пока я туда не хочу. Ни в коем разе. Но выбора у меня, похоже, нет. Да. Все-таки вниз. Either I'll have to fight that troll. Good for you. Potato. Stupid. Confringo. Stupid. Confringo. Potato. Stupid. Should think they felt that in London. Revelio. Так, отлично. Действительно, мы вниз спустились обычным путем. Не потребовалось всяких извращений. Ай, 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 ай. Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Так. Так. И дальше, я так понимаю, сюда. Есть спуск. Непонятный, конечно, но спуск. Попробуем. Confringo. Revelio. Revelio. Так, а теперь идем потихонечку. Ну выплывай, ты шо тупой?
Дорогая Сирона, когда я попала сюда впервые, меня не покидало тревожное ощущение, что я во многом отличаюсь от остальных первогодок. Признаюсь, тогда я думала, что в Хогвартсе мне не место, и даже хотела отправить родителям сову, чтобы попросить их забрать меня отсюда. А ведь не прошло и недели, как начался учебный год. Как ты догадалась? Вряд ли ты легилемент, но я до сих пор задаюсь вопросом, как тебе удалось настолько хорошо меня понять. Никогда не забуду тот день, когда ты подошла ко мне в 3 метлах и села рядом. Я тогда забилась в угол, слепо уставившись на нетронутое сливочное пиво и кусок пергамента. С пера капля за каплей стекали на пол чернила. Помню, как ты сказала, что очень переживала перед поездкой в Хогвартс, и мне вдруг стало гораздо легче. Казалось, будто кто-то наложил на меня левитационные чары. Я смотрела на тебя и никак не могла поверить в твои слова. Передо мной сидела уверенная и довольная собой ведьма. В течение последующих дней я с восхищением наблюдала за тем, как ты безо всякого стеснения очаровываешь всех вокруг. Не в магическом смысле. Принимая себя и всех остальных такими, какие они есть. Для меня словно зажглась путеводная звезда. Тогда я осознала, что тоже могу стать такой. Теперь, когда я уже почти окончила школу, та маленькая испуганная ведьмочка кажется такой далекой. И все это потому, что ты увидела себя в той девочке, потерявшей надежду, и открылась ей. С любовью, Мирабель. По скриптум. Прошу, передай миссис Спроттл, что я все еще хочу наведаться к ней и мистеру Спроттл, как только выдастся возможность. Я скучаю по задушевным беседам с ними и по несравненным кексам в форме котов, которые печет миссис Спроттл. И мне не стыдно в этом признаться. Ой, блин, чувствуется, у меня горло сегодня будет болеть. Я столько много не говорю обычно. Дорогая Сирона, я сотворил этот небольшой подарок, чтобы поблагодарить тебя. Если бы ты не поддержала меня на тренировке по квиддичу на прошлой неделе, я бы уже ушел из команды. А сейчас мы выиграли Кубок Хогвартса. Как Тевран обязан тебе всем. Искренне твой, Шон. Ух ты, Шон, это ведь тот дядька, у которого мы апгрейды для метлы делаем. Моя дорогая Сирона, я отправила письма мистеру и миссис Спроттл, чтобы поблагодарить их за гостеприимство, но перо само просится в руку снова, я хочу выразить благодарность и тебе лично. Как же хорошо было покинуть стены замка и немного развеяться. До сих пор вспоминаю, как мы подсмеивались над тем чудаковатым гномом, а он-то думал, что поет. А еще я должна сказать, что пирог с почками и стейк, который приготовила миссис Спроттл, просто божественны. Вот бы съесть еще кусочек. Еще раз спасибо за приглашение. Впрочем, должна тебя предупредить, это совсем не означает, что на матче на следующей неделе я буду тебе поддаваться. В этом году как Теврану до Слизерина, как до Луны. С искренней благодарностью, Филомена. This must be Sorona's box of letters. Дорогая Сирона, с днем рождения, милая моя. Я пробралась на кухню и попросила Финки приготовить твои любимые пирожные. Она с радостью согласилась. Интересно, где она умудрилась достать малину в это время года? Кулинарный гений, не иначе. I should take this box of letters to Sirona. She'll be glad to have it back. Дорогая миссис Спроттл, мои родители благодарны вам за то, что вы сопровождали меня в шапку-невидимку в прошлую субботу. По-моему, мама даже немного мне завидует. Я не скоро забуду, как мы смеялись, пока я пыталась шнуровать лиф на новом платье. Мне еще нужно будет попрактиковаться, как и в том, чтобы прикалывать булавку к шляпе, не испортив саму шляпу и не поранившись. Но мне очень нравится все, что мы выбрали. Благодаря вам я теперь выгляжу как самая модная ведьма. И как было чудесно пообедать в 3 метлах и не убирать за собой посуду. Однажды я тоже непременно буду управлять таким заведением. Мне несказанно повезло, что вы и мистер Спроттл меня опекаете. Мои родители тоже так считают. С искренним уважением, Сирона. I think that's everything. Уф. Sirona will be glad to have this back.
Ну, короче, тему эту с трансвеститами раскрутили по полной. Эребор с этими темами. Эребор. Hogsmeade, here I come. I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls. Hello, Sorona. I have good news. I was able to provide your friend Mrs. Sprottle with some hawk lumps for her Wiggenweld potion, and I found your box of letters. Oh, thank you. I knew you were the one to ask. Можно спросить вас о письмах в коробке? I wondered about some of the letters in the box. Of course. It appears most of the letters were from fellow students. Вы были в команде по квиддичу? One of the letters mentions Quidditch practice. Did you play? I did. Was the Ravenclaw Seeker for 3 years. Oh, Merlin's beard. I adore Quidditch. Nothing like the feeling of catching the golden snitch when your team's down by 140 points. I'll never forgive Professor Black for cancelling it this year. I missed cheering for Ravenclaw. А Мирабель — это профессор Чесноук? I saw a letter from someone named Mirabelle. Is that Professor Garlick? It is. Still one of my dearest friends. I know she wouldn't mind you having seen that letter. She and I are of a similar mind, especially when it comes to young people. We believe experience. To borrow a phrase from Mirabelle, it's a joy to see anyone blossom, but particularly one who doubted they ever would. Вы с миссис Спроттл действительно очень дружны? I spotted a letter from you to Mrs. Sprottle. You two seem to have a lot of fun together. We do. She taught me so much during my summers with her and Aidan. I shall be the first to admit that adolescents aren't always the easiest to understand. And not everyone was as kind to me as the Sprottles. But the depth of their kindness, and that of so many of my friends, got me through... well, got me through some challenging times, to put it mildly. I'm glad I could be of help. Mrs. Sprottle sends her best. Don't know what I'd have done without her and Aidan. Thank you, again, for helping her, and for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memories. Окей, окей. Так. Ну что ж, теперь сюда. О, кстати, 22 уровень. У меня открылись новые таланты. Что тут у нас? Мастерство владения трансформацией. Так, понял. Ладно, что у нас тут? Вау! То есть врагов можно будет напроклинать. Блин, вот это интересные таланты. Так, ну подкидываю я редко врагов, поэтому я не буду, наверное, это. Хотя нет, возьму на всякий пожарный.
Так, это все просто бафы на зелье. Почему это названо «Выручай комнатой», непонятно. Ладно, неплохо. Так, погодите, кстати, у меня по снаряжению-то... Сразу я могу на что-нибудь переодеть? Ладно, поболтаем. Шо бубнишь, мужик? Charm grinder. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. Как неприятно. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacula he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? You said Mr. Lawley was your ex-business partner. What were you working on? I had an idea to train venomous tentacula, create guard plants, if you will, that attacked when ordered. We hit a snag when one ate Lawley's Kneasel. After that, he cut me out of the business, the short-sighted fiend. Why do you need Mr. Lawley's venomous tentacula in particular? Simple. If I have it, then Lawley doesn't. Ergo, I can launch my business, and he must start all over again. I'm killing two snidgets with one stone. What else is in Mr. Lawley's cellar? All of Lawley's herbology supplies. He has quite the collection. Fill your pockets while you're there. Or to slow him down for a bit, and I can get my business going minus any competition. Мне не нравится эта I'm идея. not sure this is something a student should be doing on your behalf. Oh, it's nothing. And he deserves it. Trust me. You'll be in and out of there in no time. Very well. I'll see what I can do. Excellent. I shall be right here. All I ask is that you bring me the venomous tentacula. Эй, я ж нажал, я найду другой способ. Remember, I just need that venomous tentacula. Mr. Barnes will only get in trouble going down this path. I need to find another way to get him a venomous tentacula. Так, и что я могу сделать? Ну-ка, подождите. Hello, Mr. Barnes. I have that venomous tentacula. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. Let's see who's volatile now. Well done. I'll take it off your hands now. It wasn't as easy to come by as I had expected. I'd like to be paid for my troubles. Only fair, I suppose.
I can respect your business acumen. Here's a little something for your next trip to Zonko's. Thank you again for your help. I suspect you have a bright future. Опа. Опа, опа, опа. Так, все, доп. Задание сделал. Непонятно, правда, нафига, но сделал. Так, ну что. Пойдем к Дереку. Так, конечно, я ему сообщу, это безусловно. Оп. Идентифицировали нарягу. Шляпа хуже. Во, единственное, что лучше. И то на такие копейки лучше. Ой, блин. Ну давай. Я хочу узнать, как пользоваться хвать-мешком. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect. Deke loves an outing. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the puffle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Ну давай, карликовая пушишка. Так. Оба. You got one. Спас. Revelio. Ой, я могу еще спасти. Сейчас мы их всех спасем. Естественно. Revelio. Settle yourself.
no harm. Нормально я их так поспасал. Все, теперь больше нет. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Господи, да как будто мне так сложно подготовиться. Вся подготовка — это сесть на метлу и долететь. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. А если мне не удастся их обнаружить? What if I can't find any beasts in their usual habitat? Beasts won't stray too far from their homes. Look nearby or simply wait a moment, and they should return. Do you have any advice on how I can rescue more elusive beasts? Levioso is not only helpful when rescuing flying beasts, it can also help rescue beasts that are generally hard to catch. Try using that spell the next time you encounter a small or otherwise elusive beast. Would you mind talking a bit more about what it was like working for your former master? Deke's master was not kind to beasts, or to Deke. He saw beasts only as a source of income, to be used for potion ingredients and labor, and Deke will not say more. But Deke is grateful to be at Hogwarts, where he can help care for beasts and make amends for the things his master made him do. Я попробую спасти. Good luck. Deke will be waiting. Leviosa! Oh, no, you don't. Так. Accio. Leviosa! Оп, одну поймали. Хорошо, сейчас остальных будем ловить потихонечку. No need to be difficult. I mean you no harm. Leviosa! Оп. Еще одну прибрали. Далеко. Revelio. Leviosa!
Professor Howard will never believe this. Так, еще одна. Я видел, их больше было. Их было 4, по-моему. А я только 3 поймал. Ну ладно. Видимо, они испугались. И разлетелись. I rescued a Jobberknoll. Deke hopes your Jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Ладно. Ну, здесь можно и добежать. Опа. Опа, летит, 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 падла. Я знал, что ты вернешься. Я же сказал, у вас 4 было. Так, а теперь посмотрим, что за награду за это дают. Revelio. О, и как раз не открытый у нас огонечек. Сейчас откроем. I've always said that travel broadens the mind. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. Расскажи, как ты попал в How did you end Хогвартс? up at Hogwarts after working for your former master? Deke's prior master had no family, so when he died, all of his house elves were relocated by the ministry. Deke was the most fortunate one, as Deke was sent to Hogwarts. Deke's friends were not as fortunate. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Так, лунтеленок. По ночам, да? По ночам они здесь активны. Так, ну грибы я не побегу собирать в срочном порядке. А вот тут что-то есть. Кристальчики и сумочка. Так, теперь ждем. Вот они, лунтелята. Now, I'm only trying to help. Levioso! Оп. Одного затянули. Settle yourself. I mean you no harm. Остальные разбежались. Revelio. А вас я могу затянуть? Нет. О, кстати, сундучок. Levioso!
going to hurt you. Ну давай. Крадем лунтелят. Еще лунтеленок где? Revelio. Вон еще бегают. Троих вижу. Levioso. Оп. Everything's all right now. Интересно, сколько у меня места в этой сумке? Revelio. Так, где последний? Я видел точно, что еще один должен быть. Вот там вижу... О, их тут еще много. Levioso. Оп. Professor Howard will never believe Revelio. Сейчас я все стадо просто переловлю. Но я не браконьер, я же чувак такой добрый. Levioso. Поэтому мне можно ловить все стадо. I'll look after you. Revelio. Так, вот он. О, вижу. Levioso. Settle yourself. I mean, you know. Revelio. Так, я уверен, что где-то еще был. Он теленок. Сейчас проверим. Ну, вроде бы больше не видать пока что. Будем считать, что я собрал всех. It was a bit trickier than the others, but I have a mooncalf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the mooncalves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Конечно. Конечно, приду. Благо, оттепаться сюда супер изи. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Ну, что ж. I'd like to ask you about changing Да the какое room's ambient. освещение Of course. комнаты, блин. What sort of overall look most Как меня appeals to you? бесит это, бесит. Actually, perhaps another time. Поехали. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke?
It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Ну давай, повыпускаем. Можно 12 тварей выпустить. Окей. 4 биологических видов. Не понял, почему я не могу другую пушишку выпустить? По квесту, что ли? Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Ну давайте попробуем их обиходить. Wonderful. Оп. Типа 25 минут КД, потом можно по кругу это все фигачить. Окей. Так, где у меня еще эти? Где у меня еще эти пацаны? Где лунтеленок? Где птица? Кстати говоря, тут можно собирать всякое разное. Revelio. Ух ты. Пещерка. Revelio. Лунтеленок. Тварь находится слишком далеко, чтобы с ней взаимодействовать. Вот тварь. Зачем ты находишься так далеко? Так, ладно, это все понятно мне. Давайте еще кого-нибудь выпустим тут. Шишки вон разного цвета есть. Текс. Птичку выпустим. И синим хохолком выпустим. И лунтеленка выпустим. И вот такого даже. Пускай развлекаются. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom?
Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deek thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Текс. Ух ты. Так, ну, слушайте, это явно не тут надо делать. Рецепты, кстати, можно научить. Так, ну это, видимо, нужно вне вивария делать. Хорошо. Где у меня стол? Давайте. Блин, а где бы его поставить-то вообще? Как-то места маловато. Вот тут воткнем. Так, и что я могу сделать? Вот, допустим, у меня есть длинное пальто с драконом. Ага, во-первых, за меха-лантеленка я могу его апать. Хорошо. Так, добавьте характеристику. А как добавить характеристику? О, как. Понял. Так, ну и что я могу сделать? Я вряд ли могу что-то жесткое зафигачить. За мех пушишки можно что-нибудь такое. Ну давай защиту. Серебряную защиту от гоблинов крафтанем. Ура! Научились пользоваться. Но пользоваться я им, скорее всего, не буду. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deek suggests you explore the vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Какие вещи может зачаровать ткацкий Can I станок? use the loom to enhance any item of clothing? The loom will only enhance clothing of a certain quality. Deek suspects you'll find more valuable clothing as you explore. Deek also knows that some of the shops in Hogsmeade can provide you with a variety of clothing for you to enhance. Ну, в лавках точно нет смысла одежду покупать. Она, блин, дропается с неистовой силой. Thank you for your help, Deke. Я так понимаю, всего еще 14 основных заданий. Есть такое подозрение. А выполнил я в сумме уже 20. Так-то еще дофига. Еще с побочками тут куча. Задачи еще 2.
Текс, хорошо. Что у нас дальше по плану? Дальше по плану в тени поместья. Встретиться с Себастьяном в Фелдкрофте. Ё-моё, куда забрался? Какую жопу мира? You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Блин, слушайте, а может бахнуть пару промежуточных точек? Чтобы не просто лететь, а типа он... зацепить все быстрые перемещения. Так, следующее. Опа, вы не можете войти, находясь верхом. А, типа меня на гору не пускает, что ли? Интересно. You will regret coming here. Only I can get my hands on. Let's finish. A lamb to the slaughter. Я не буду с тобой воевать. Пошел ты в жопу. How nice to see you, my young friend. А что там в сундучке, интересно? И вот тут сейчас соберем. Колодец в Филдкрофте пересох около 400 лет назад во время сильной засухи. К сожалению, в результате этого многие жители деревни погибли, в том числе, по крайней мере, один маленький мальчик, чей отец отказывался говорить в течение многих лет после происшествия. Легенда гласит, что ситуацию удалось спасти, когда группа доброжелательных ведьм и волшебников использовала невиданную ранее мощную магию, чтобы вернуть воду в этот регион. Да, вообще был этот момент. Мы же его видели. Неплохо, неплохо. Так, торговец мне нужен. Enjoy suffering, do you? Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiai, and this is my shop. Is there anything I can help you with? Давай посмотрим твои товары. What are we in the market for today? Интересует продать тебе все. Have I mentioned you're welcome to stop by any time? I question anyone. Off on another adventure, are we? Ну-ка, тут не заперто, не заперто. Revelio. Ну ладно.
You made it. Нифига себе, вот и я. Я тебя вообще-то всю ночь прождал. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on. I'll take you to my uncle's. Ну, пойдем. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Сейчас подойду. Подожди секунду. Revelio. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Так, ну давай с тебя That boy will fray начнем. my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. Неужели ничего нельзя сделать? It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. With all due respect, sir, hope could keep Anne's spirits up. You may mean well, but I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. Ну ты говнюк. Пойду с Анной поболтаю. А заодно обкраду вас тут. О, письмо от Себастьяна. Дорогая Анна, без тебя Хогвартс совсем не тот. Впрочем, Шарп все такой же гадкий. Но ты понимаешь, о чем я? Надеюсь, тебе лучше. Да.
Музони еще такой грустный включили. Так, это за пределами, что ли, дома? Надо понять. Точно. Так, еще записка. Себастьян, не трогай мой набор зельевара, он не твой. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother, and me, in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft, really, if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'm afraid it's really up to Sebastian, and his mind seems to be made up. I can only hope he realizes the futility of his search for a cure soon. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I want to see how Sebastian's faring. Подумаем, как с этим поступать лучше. Я так понимаю, здесь какой-то моральный выбор у нас будет. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ну, пойдем. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way. Ну, даже если мы Анне помочь не сможем, я постараюсь помочь тебе напихать им по самой не балуй. Так, попасть в снайпера остолбенеем. Бэм. Так, теперь Депульсо. Не то. Не то.
You are postponing the inevitable. You're like why can't I hit you? Да блин. Я хочу вас запустить. Не сработало. Seems your heart isn't in this at all. Lucky that's all. Падла. Да блин, мне в вас надо ящик кинуть. Иди сюда. Да почему в него-то? Есть. На, падла. На тебе, падла. Те батюшки пришел. Блин, случайно нажал. Вау. Классно я его откинул. Сейчас, я тебя догоню. Подожди, дай все собрать. У нас тут очень много всяких штучек навыпадало. Ну, вроде бы все. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. Они пытались что-то спрятать. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? Ну давай They seem to have set осмотримся. up camp here for a specific reason. They have stations for everything. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. Такс. Я так понимаю, вон та еще штука на исследование.
Whose home was this? Bit abandoned long since I've lived here. Rumor was a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Чисто случайно не тот дядька, знающий про древнюю магию? Я думаю, что тот дядька. Почему-то мне так кажется. Revelio. Так, колодец. This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. Revelio. Sebastian, over here. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Could be. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor, hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. You can see traces of an ancient magic that you think Ranrock is trying to harness. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Сейчас посмотрю. For a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Depulsor! Confringo! Confringo! Ну ладно. Huh, a stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. Revelio! All of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Ау. Я уже вторую неделю в лагере. Каждый день привозят все новых больных. Врачи, маглы и даже наши целители стараются сделать для них все возможное. Скорбь почти осязаема. Те, кто оправился от чумы, никогда не оправятся от боли утраты. Лихорадка пройдет, кожа заживет, но печаль останется в сердце навечно. Я видела мужчину, который, как и мой отец, потерял ребенка. Это невыносимо. Мне хотелось хоть немного облегчить его страдания. Я начинаю думать, что остальные неправы. Я способна помочь этим несчастным. На мой взгляд, оставить их страдать не менее жестоко, чем избавить от мук. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Я приехал сюда за знаниями, а теперь меня переполняет желание помочь. Сомнения терзают душу. Такое чувство, словно моя магия жаждет исцелять, а я не позволю ей. А я не позволяю ей. Неужто надежды нет? Неужто угрызения совести будут терзать меня всю оставшуюся жизнь? Как смотреть этим людям в глаза и притом знать, что я могла бы облегчить их страдания? Сегодня снова видела мужчину, напомнившего мне отца. Он покинул лагерь.
Разве плохо было бы помочь ему? По-моему, это позволило бы не только применить мое особое умение для благого дела, но и знать много нового. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Текс. Вау. Классно я прорвался. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I think it's to do with my ability to see traces of ancient magic. But you said you didn't really understand it, and that you couldn't wield it. That's true, and I'm still not sure what it all means. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Ну, давай проверим. Вообще странно, они, главное, перегородили вход, там все сожгли, но записочки оставили. Логика. Это, наверное, были какие-то супер зачарованные записки. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Опа. Портретик вырезан. Тут какой-то кусочек. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Ни хера не понятно. Anything helpful in the note? Revelio. Так, мужик, я с тобой побегаю, конечно, но для начала я хочу посмотреть, что здесь есть. Confringo. Repulso. Defender. Revelio. Похоже, ничего особо интересного. Окей. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. Thanks. I'll be in touch. Till then. Окей. Окей, будем ждать, пока ты со мной свяжешься. Плюс 260 хп.
Вернее, XP. Experience. Так, отойду на секундочку. Такс, мы снова тут. Что нам лучше сделать всего? Отправиться в Хогвартс, по идее. Куда нам лучше отправиться? Да фиг его знает куда. Куда-нибудь. Давайте к себе сходим, выручай комнату. Тут мне сейчас как раз совы прилетят стопудово. Я так и знал. Я просто знал, что по-другому быть не может. Так, итого, задание. Так, по мейн-квесту встретиться с Натти и посетить занятие по астрономии. Ну, очевидно, что нужно посетить занятие по астрономии. Опа, и здесь будет доп. Задание. Как отлично. Значит, можно пока притормозить сюжетку. Чувствуется, у меня еще много будет стримов. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Привет, Сафрония. Can I help you? I believe you can. I'm Sophronia, by the way. And I need help from someone who's at least a 5th year. Are you familiar with Herodiana Byrne? Don't answer that. Of course you're not. No one seems to know of her but me. She's only the single greatest Depulso master of all time. Even taught at Hogwarts, briefly. Что не впечатляет? She was just good at casting a spell. No wonder I've never heard of her. Perhaps you didn't hear me. I said the single greatest Depulso master of all time. I often read about great witches in my limited free time. There are many. Whilst reading about her, I learned that she built a secret Depulso training room here at Hogwarts. But in typical clever Herodiana fashion, one cannot access it unless one knows Depulso, which of course, 3rd years aren't taught. And you're a 3rd year, so... Quick one, aren't you? A
According to what I've read, her signature outfit may still be there. I would love to see it. Would you get Herodiana's signature outfit and show it to me? Так, ну давай, чем она знаменита? How did Herodiana Byrne become famous by casting Depulso? She once saved orphans from a wild Grafhorn by banishing it over Stonehenge. That's on Salisbury Plain. She once banished a meddlesome dark wizard all the way to Durmstrang while she was in the Alps. That one may have been exaggerated, but lots of the stories about her certainly aren't. И что с ней случилось? What ended up happening to Herodiana Byrne? In her later years, she taught at Hogwarts, but only for a short while. Just long enough to build a secret hall, it appears. Then one day, she just disappeared. Some say she actually banished herself. No one knows for sure. Окей, я попробую найти комнату. Simply go to the Hall of Herodiana. It's at the base of the Defense Against the Dark Arts Tower. There, you'll find a series of Depulso puzzles concealing pieces of Herodiana's ensemble. Very well. I shall let you know if I find anything. I can't wait to see Herodiana's famous ensemble. Perhaps I'll make myself a copy. Окей, ща найдем. Ща мы все найдем. Так. Вот сюда. Так, нужно вниз, я так понимаю. Ключ. Слышу ключ. Он пошел наверх. Падала. Ключ улетел. Тут крипта. Это не то. Куда он улетел? Дайте мне ключ. What are you up to now? Вот он. Отлично. Так, а тут что вообще происходит? Непонятно. Ладно, пошли вниз. Smuggling spiders into school? I jolly well hope it was worth the months of detention you earned yourself. Депульсо, говорите? This must be the entrance to the Hall of Herodiana. Hall of Herodiana. Better go inside and find those puzzles. Revelio. Текс. Now to see if Herodiana Byrne was as good as Sophronia said she was. И что мне нужно сделать? С помощью депульса. Не то. Так. Ну, первая задачка очень легкая. Ух ты, эту штуку тоже подсвечивает. Подождите. Ой. What the fuck?
Так, ну вот только вот эта фигня есть. Но на нее что-то не работает, ничего. Ну ладно. Это считается за решенную головоломку? Chest looks interesting. That wasn't too hard. Wonder what's next. Revelio. Очередная головоломка на депульсо. О, вот там вот, кстати, сундук. Больше ничего такого не видать. Ну ладно. Так, ну так не прокатит. Так не прокатит. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Но сюда-то я могу его запихнуть, но не вижу смысла. Вот в чем дело. Что же мне с тобой делать? Ладно, попробуем заново. Lumos. Так, пока идей нету особо. Так, снова все заново. Рестартик. Так, допустим. А смысл? Что-то, если честно, не очень понятно. То есть, если надо загнать туда, то не вопрос, это решаемо. Но я хочу достать сундук. Вот в чем дело. С этим все несколько сложнее. Как мне кажется. Вот, то есть все, как бы я сейчас выдвигаю ее, сюда загоняю и спокойно запрыгиваю. Тут вопрос решен. Ага, то есть теперь можно не запихивать их в себя, это уже хорошо.
Блин. Ну как же мне сделать правильно? Ну давай попробуем. Это поможет? Так, запрыгнуть туда не получается. Все еще. Запрыгнуть все еще не получается. Мне нужен все-таки вот этот квадрат. А, ну понятно. Хоба. Все, решили. Головоломочку решили. Не знаю, правда, при чем тут депульсо, если задача-то, в общем-то, на акцию больше. Ну да ладно. Так, сундуки лишние есть. Где-нибудь вот там есть сундук. Вот там есть сундук. Интересно, интересно. Чу-чу-чу-чу-чу. Так, а тут у нас... Ага, спуск вниз. Ну давайте попробуем для начала добраться до сундука. Так, а здесь я могу до пульса выплюнуть его? Нет, он не выплевывается, гад такой. Ладно. И сюда не тянется. А почему? Сюда должен тянуться же. Так, значит, все сложнее, чем я думал. Окей. Оп, сундук собрали. Отлично. Так, теперь мне надо туда как-то долезть. Так не катит, окей. Думаем тогда дальше. Так, ну до туда я, очевидно, не допрыгну. Прям совсем без шансов. Как же мне это сделать? Мне бы вот как-то приземлить его вот сюда. Было бы очень круто, но для этого надо, наверное, рестарт делать. Хорошо.
Отлично. Ну, наверное, надо вот так сделать. Сейчас протянуть его. Так не сработает. Блин. Стоп! Нет, не работает. Я думал, сработает. Хорошо, его теперь надо подогнать туда каким-то образом. Депольсо, очевидно, не работает здесь. Очевидно, не работает таким образом. Каким мне бы этого хотелось. Так, но я тут. Если бы я мог ее перегнать в эту сторону сейчас, было бы идеально. Ладно. Ладно, хорошо. Попробуем по-другому. Нет, слушайте, так не прокатит тоже. Да, я могу сейчас ее перегнать. Как положено. Но тогда я там не окажусь. Нужно как-то по-другому решать эту задачу. Блин, у меня всегда плохо с пространственным мышлением было. Слушайте, а может его еще и повыше подкинуть? Я ведь могу его в этой точке сейчас упереть вверх. Блин, а это вообще крутая мысль, наверное. А давай попробуем. Ага, так не работает, окей. А точно? Жаль, очень жаль. Это было бы интересно. Так, но это ее закинет опять на ту сторону. Ой. Косячок, ладно.
Так. Допустим, я отправляю ее туда. Что мне это дает? Ровным счетом нифига мне это не дает. Блин, если бы был какой-то стопор, позволяющий ее вот сюда подогнать, проблем бы не было вообще. Но таких стопоров нет. Можно вот так ее подогнать. Не получается на нее на скорости залезть. А может быть заморозить? Получится заморозку дать? Давайте попробуем. Нет, заморозка не работает. Окей, значит продолжаем думать дальше. Сундук мы забрали. Ну, опять вот... Проблема-то вся та же самая. То есть... Я типа могу отправить ее сюда и перепрыгнуть на те кирпичи. Могу я это сделать. Но только заново надо будет все запускать. Потому что из текущего варианта я никак не выгоню их. Ну типа вот. Это вариант. Да, так можно сделать. Но есть парочка но. Чтобы двигать ее дальше, мне ее надо вернуть туда. А вернуть ее туда у меня не получится, потому что я не зацеплю ее. Значит, я что-то делаю не так. Но что я могу делать не так? Да, походу до конца стрима прорешаем эту третью головоломку. Что-то я не понимаю, как мне действовать. Стоять. А что если я туда на нее запрыгну? Получится, интересно. Оно, конечно, получилось, но ничего мне не дало. Ну-ка, подождите. Так, до туда не допрыгивается. Вроде бы. А если все-таки допрыгнется, то есть вариант ее сразу на место загнать и туда допрыгнуть. Мне кажется, это было бы глупо. Попытаемся еще пару раз.
Но я думаю, что это ничего не даст. Но я думаю, что это ничего не даст. Но по большому счету, в общем-то, да, это ничего не дает. Ну хорошо, допустим, я тащу сюда ее. И тащу сюда. Блин, если бы у меня работала разворачивалка. Типа, если бы я мог ее боком поставить. Или вертикально. Было бы, конечно, неплохо. Но вот беда, она не работает. Если я поставлю туда, то это не вариант. Если бы ее как-то вот здесь вот остановить. Но остановить ее в проходе невозможно. Она должна во что-то здесь упереться, а куда бы она здесь не двигалась, упираться ей не во что. Неправильно. Неправильно. Что у меня вообще идей нету. Как это все разрешать? Вообще идей нет. Так. Ладно, допустим, мы тут. Господи, я тупой. Все оказывается просто решается. That's the last of them. Seems I was a match for Herodiana Byrne after all. Нет, похоже, что я тупой все-таки, чувак. And this must be the last piece of Herodiana's ensemble. It is remarkable. No wonder Sophronia wants to see this. Ой-ой-ой. Я просто забываю о том, что можно сбросить положение куба. Если бы я не забыл об этом, я бы давно решил задачу. Придурок.
Ну, Пипс, конечно, неугомонный чувак. Так, я, по-моему, не туда тэпнулся, а куда мне надо для этой задачи. Ну, пробежимся чутка. Ну, или не чутка. Обратно опять тэпнусь. Sophronia, I solved all the puzzles in the Hall of Herodiana. Incredible! Then you found Herodiana's outfit. May I see it? Конечно, позволю. Of course. Behold. Oh, how grand! You'll look as majestic as Herodiana herself, the greatest Depulso master of all time. You're my second favorite hero! Забавное задание. Ладно, погнали на урок астрономии. How nice to see you, my young friend. And your reading is The Dragon. That's exciting, I suppose. Perhaps you're due for an adventure. Ladies. Professor Shah. Astronomy is not divination. You won't find the mysteries of the cosmos charted out on your palms or at the bottom of your teacups. Alas, the heavens remain hazy to the starry-eyed. Now, if you were to devote yourselves to persistent and painstaking observation, you just might catch a glimpse. With that in mind, please take your telescopes. Tonight we will be on the observation deck. Still don't have your own? You can't be the new student forever, you know. You can share with Mr. Takar. Here, I can adjust that for you. No, bring it into focus on your own. Now, I expect all of you to put in your stargazing hours outside of class. Is that clear? But, Professor, it's freezing out. Mere cold didn't stop the great stargazers of the past. Look only to the astronomy tables they erected throughout the highlands from which they gazed millennia ago on the very self-same stars above us. Is that clear? Dismissed. Hello. I don't believe we've met officially. I'm Amit. I'm something of an astronomy buff. Hello, Amit. It's nice to meet you. Did I hear Professor Shaw say that you don't have your own telescope? I have a spare one you could borrow for the rest of term. Спасибо, ты очень добрый. That's very kind of you, Amit. Are you sure you won't need it? I'm certain. It's my old one. I finally got my hands on the new Celestia Contemplar. You've heard of it, I assume? I mean, of course you have. It's only the pinnacle of all personal stargazing implements. But my old model's not too shabby either. Goblin-cut glass, first-rate optical enchantments. Hate to think such a fine instrument is just collecting dust. Well, thank you, Amit. Think nothing of it. Anyway, the telescope's in the storage room right underneath us. You can't miss it. I have some, reading to finish on the lower deck. Come find me there afterwards, and bring the telescope.
there's something I want to talk to you about. Ну, погнали, погнали. Так. Где тут спуск? Давайте еще вот что глянем. How am I supposed to find Sirius when my hands are too cold to use a telescope? It's a dog, isn't it? Professor Shah's just about as cold and distant as the bloody stars she wants us to chart. Not how I wanted to spend my evening. Стоять, значит, я пошел не туда. Очевидно, что... А, вот он, спуск нужный. Revelio. Опа. А это что такое? This was his old telescope. Looks practically brand new. Revelio. Так, мне что-то это пищит. А, ну это все сильно внизу, ладно. A pristine night for stars. The perfect night for... Oh, hello again. I have the telescope. It's nicer than I'd expected. I would not offer a prospective stargazer a third-rate lunoscope. But there is, something else. Yes, what is it? You remember those astronomy tables Shaw was going on about? It just so happens I've been reading up on them a little myself. And it seems there may be one right here at Hogwarts. I believe we could use it to find hidden constellations. И тебе нужна помощь? And you need someone to help find it. I do. Are you in? No one from the Gobstones Club will go with me. Said they'd rather get spit at by a stone than... Well, they are cowards. Let us get moving while the stars are still out. I'll show you how to use that telescope once we get there. I promise. Ну, погнали. No need to convince me. Let's get going. Brilliant. You won't regret it. Shall we? The table is on a castle wall ahead. Look for a stone platform, something that doesn't quite belong. We'll know it when we see it. Onwards we go. Some say the locations of the tables were originally marked by centaurs for ritual stargazing. It is nice having a fellow stargazer to explore with. Happy to be here. It is good to leave the classroom now and then. It's not that creepy out here at night, is it? The Gobstones Club are cow. Here I am, Revelio. Charging ahead. Why don't you lead the way? If you're sure. A little foreboding. A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. Oh, of course. It's just not as tidy as I expected. Так. Revelio. Так понимаю, вот там астрономический стол. More cobwebs. You don't think any spiders might be lurking about? Oh no, not this close to school, I mean. There's the table. I think you should do the honors. Go on, try it out. The constellation should appear near the center of your view.
As soon as you've lined up the telescope, we will be able to fill out our star chart. Оп. Оп, созвездие нашли. Прикольная I was мини-игра. right about the tables. They really are gateways to the far stars, just as the book said. And your contribution was invaluable. Rest assured, you shall be credited in my memoirs one day. Ну что ж. Whatever you say, Amit. Whatever you say. Oh, you wait. You are going to be quoted saying just that. This is only the beginning. You will find more tables like this one throughout the grounds and forest, all beckoning to be discovered by a worthy astronomer. And if I have ever seen one, it's you. Oh, and about my old telescope, don't bother returning it. You should keep it. That's quite generous. Thank you. You are welcome. It has goblin-cut glass and a gobbledygook inscription. I'm practically fluent in gobbledygook, you know. It's all in the throat, really, gobbledygook, you know, and how you pronounce your R's. Anyway, glad our adventure was a success. I will see you soon. Окей. Так, ну что, мы завершили очередное задание. И, пожалуй, на этом на сегодня закончим. Спасибо всем, кто пришел на стрим. Я видел, что зрители заходили, но ничего не писали сегодня. Всем пока.